До этого я был тоже на новом формировании, корвет проворный. Корвет проворный. Создали экипаж, обучили, а корабль так и не достроился, сгорел на заводе. Как это? Какая-то ошибка, видимо. После чего ваши ребята, морпехи, зашли внутрь, в гараж, и мой товарищ выдернул гранаты и менжевался. Боялся кинуть ее. Думал, стоит ли вообще это делать. В итоге так получилось, то, что он кинул прям под ноги в нашем помещении, где мы находились все. Ну и, как я понял, он попытался закрыть собой. Это то, что видел я. Я смотрю, или зацепил за что-то, или... Не, я когда приехал сюда, увидел абсолютно другую картину, не ту, которую мне говорили. Что вам говорили? Говорили здесь то, что здесь очень много нацистов, то, что украинских военных здесь нет, что здесь воюет очень много наемников. Потому что что? Тюрьма, да? Да. А если тюрьма, то что? То ЧВК Вагнер. ЧВК Вагнер. Круговорот мяса. Не хочешь по-хорошему, пойдешь через тюрьму. Плюс 7. Приблизительно у меня все цифры в голове перепутались. У тебя столько времени было подумать? Ну давай. 987, 180. Как ваша фамилия? Это секретная информация. Или вы мой номер спрашиваете? Фига мне твой номер, если я могу с тобой так поговорить. Или у тебя телефон есть с собой? Это кому мы будем звонить? Маме. Как это работает у вас? Твой номер? Я не знаю, может в дальнейшем потом. Для чего? Чтобы что с твоим номером я могу сделать? Не знаю. Может позвонить нужно будет. Ну, в WhatsApp такой номер есть. Это из какого ты города? Неважно. Татарстан республика. Татарстан. Так, время в городе. Время в... Как? Там московское время. Неважно. Московское время. Московское время. Шо, как война? Плохо. Чего плохо? Потому что не организовано. Так это же хорошо. Для вас, наверное, хорошо. Это отлично просто. Готовы? Да. К чему? К интервью. Зачем? Для того, чтобы... Громче. Интервью для того, чтобы мир узнал. Ух ты, Наверное, правду. Вы расскажете правду? Я буду говорить все, что знаю. По крайней мере. Тайну расскажете? Тайн никаких нет у нас. Секреты. Никаким тайнам у нас не посвящали. Не дали тайны? Нет. Что же у вас за войска такие? Отправили, а тайну не дали. Морская пехота. Морская пехота. Реклама сигарет. Нельзя. Ну, короче, будет интересно, потому что нам расскажут всю правду, которую мы ищем давным-давно. Потому что нам все говорят, что нам говорят. Ваши мамы, жены. Мамы говорят. Мамы не хотят, чтобы мы ехали на войну. И не факт. Некоторые мамы хотят получить деньги. Моей мамы достаточно денег. Я говорю, основываясь на своем опыте общения с мамами и женами. Ну, короче, будет интересно. Но это не точно. Возможно, узнаем всю правду. Представьтесь, пожалуйста. Ярослав. Это секретная информация. Вам она не нужна. 6996. Город рождения. Город. Неважно. Республика Татарстан. Татарстан. Национальность. Татарин. Татарин.
Вероисповедание. Ислам. Отлично. Вообще будет прикольно. Я уже разбираюсь. Это хорошо или плохо? Наверное, хорошо. Тогда будет хорошо. Вы мобилизованы. Нет, я военнослужащий. Кадровый. Как бы, Контрактный. когда? Когда вы законтрактились 10 апреля 21 года. 10 апреля 2021 года. Когда вы впервые, я задаю специально так вопрос, вы понимаете, почему я его так задаю, Да. я услышал интересные вещи? Да, слышали то, что один наш товарищ. Нет, я про вас, мне другой товарищ не интересен. Меня Сколько раз вы к нам приезжали? один, О, прикольно. Когда? сейчас 19 января, вру, декабря Какого года? 22. А контракт вы подписали в 21 году. Да. Вы до этого срочку служили? Срочную службу служил. Кем вы служили срочку? Водителем. Где? 3-я отдельная бригада. 3-я отдельная бригада. Ничего мне не сказал, имеется в виду, где территориально. Территориальный город Тольятти. В Тольятти. О, теперь хотя бы понимаю, где это. 3-я бригада. Подписали контракт. Кем вы стали по военной специальности? Коком на корабле. Кок. Вы умеете готовить? Да, Что вы ему сделаете? без проблем. Если продукты будут. Какой корабль? Морской тральщик Анатолий Шлемов. Как? Морской тральщик Анатолий Шлемов. Тральщик это тот, кто... Миноискатель. миноискатель. И если находит мину, то он по ней стреляет, и она типа там бах. Он тралит и цепляет мины. Проходит корабль, за ним идет трал и Угу. разминирует. Какая команда на тралах на таких? Сколько человек? 51. 51. Сколько вас с корабля забрали? С нашего корабля забрали 3 человек. А кого еще забрали? Кока? Меня, Баталер, это старшина команды. Баталер? Правильно. Баталер, Угу. Он это типа как старшина роты. да. Он отвечает за имущество, там, одежду. Имущество, питание, все. И третьего кого? 3-го, если я не ошибаюсь, это БЧ-2. Это уже вооружение корабля идет. БЧ-2? Да. Как расшифровывается БЧ? Боевая часть номер 2 на корабле. Прикольно. Короче, теперь у них там есть тральщик, на котором голодная команда, потому что повара нет, кока нету. И она еще голодная, потому что старшина, уходя, забрала весь хавчик с собой. И чувак, который должен стрелять, его тоже забрали. Вообще, хороший. Я троллю, типа. Я понял. Я понимаю, что там... Сколько на корабле? 2. То есть один остался. Остался 1. Ну, я думаю, нашли мне замену. Как получилось так, что... Давайте чуть-чуть про ваш корабль. Вы куда-то далеко ходили на нем? Далеко не ходили. Он типа не предназначен? Он для этого? новый, это новое формирование. Он построился, мы его приняли на заводе. А когда его запустили? Флаг подняли, если не ошибаюсь, где-то месяца 3 назад. О, ничего себе. Что, он еще кораблики строит? Да. И много таких корабликов у него? Нет, насколько я знаю, только один, на котором я попал. Они его один сделали. Ну, я попал на новое формирование. А сколько всего таких кораблей? Тральщиков на Камчатке, где вот я служил, 3. 3? А, так... Короче. Один гарпун или Нептун, как он там правильно. Всех разложили. Короче, его спустили на воду, подняли флаг, сформировали команду, и потом... Как так получилось, что... Где вы до этого служили, до этого корабля? До этого я был тоже на новом формировании, корвет проворный. Корвет проворный. Создали экипаж, обучили, а корабль так и не достроился, сгорел на заводе.
Как это? Ну, какая-то ошибка, видимо. Не знаю. Как может на заводе сгореть корабль, который, он типа сгорел и был уничтожен? Он сгорел как несчастный случай, наверное. И все, его ну, типа починить нельзя. Его починить очень сложно, потому что, насколько я знаю, там полуполся металл, и как бы проще, наверное, построить новый корабль. Обращаюсь, я знаю, нас смотрят сотрудники генштаба нашего украинского. В графе кораблика надо сделать +1, потому что я знаю 100%, что это наши биочайки прилетели туда, провода перекусили, короткое замыкание. Ну, записываем когда его чайки наши завалили? Месяцев 7 назад. 100%. Версия прошивки у чаек была вот, ну, та, что надо. Ну, у нас серьезно, есть биочайки, биоголуби, биолаборатории, которые их делают. В тылах тоже мы работаем. Чайке надо огласить сувору подяку. Знаете, что это? Нет. Есть строгий выговор, Мгм. и есть благодарность. Вот я говорю строгая благодарность, сувора подяка. Мгм. Ладно, хватит шутить. Короче, корабль +1 в графу. А до этого вы где служили? До этого не служил. Не, или вы подписали контракт, вас отправили. Мне просто интересно, в 21 году вы подписали контракт, весь 22 год вы что делали, получается? Ждали корабль. Обучались и был прикомандирован на другие корабли, старые корабли, участки. Ага. Потом Больше служил везде. ждали этот, потом объявили, что произошло чудо, праздник, корабль сгорел. Ну, я так понимаю, его просто на нем кучу денег украли. Какая там теория? Выглядит это так. То, что, как я понял, сроки не укладывались, видимо. И порешили, что проще сжечь. Возможно. Я не могу утверждать. Видите, мысли двух человек, они так просто не бывают. Как получилось, что вас списали с нового корабля? Именно на войну отправили? Да. Понятия не имею, как это получилось. Пришел, как я понял, пришла телеграмма на бригаду, то, что нужны люди. Ну и, как я понимаю, это методом тыка были назначены. Люди с каждого корабля по чуть-чуть собрали и отправили. Прикомандировали в 155-ю бригаду Владивосток. Угу. Обучили двухнедельное обучение. Сделали за 2 недели вас из кока И сколько, да, стрелка. на стрелка. Прикольно. Ничего прикольного. Почему? Морпех, это ж круто. Не знаю я насчет морпехов, круто это или нет. Сколько раз вы постреляли? Один раз в дверь. То есть в дверь. В дверь. Раз стреляли в дверь. Со страху. Будучи уже в подвале. А до этого? До этого вообще не стрелял. До этого стреляли по нам. А на обучении? На обучение? На обучение стреляли. В В день по много раз стреляли. Давно? Да. Ну так я же говорю, с вас сделали спецназа морпеха. Ну да. Да в дверь, а вы думали, что за дверью стоит наш солдат? Нет, для шума больше стрелял. Для того, чтобы на штурмом не взяли. Вы сказали, у вас у матери достаточно денег. Чем она занимается? Она работает в Татнефти, нефтегазодобывающем управлении. Татнефть. Газодобывающая. Ну, богатая компания. Ну, достаточно, да. Сколько у нее зарплата? У нас просто еще никогда таких людей не было. Зарплата, ну, хорошая зарплата. Ну, в числе. Я никогда не спрашивал у нее. Я думаю, вы обманываете. Почему? Я думаю, вы знаете, сколько она зарабатывает, и не хотите просто говорить. Для чего вы мне спрашиваете маму конкретную сумму? Ну, я не... У меня же своя жизнь, у меня своя. Нет. Ну, обычно как бы дети знают, сколько Выше зарабатывают. среднего.
Средняя у вас сколько? 1050. Да. Выше среднего это может быть 300. 2 раза. Ну 100. Минимум 2. Ну, то есть, короче, 150 тысяч получал, 2000 долларов для менеджера это, в принципе. Ну, да, согласен. Какое у вас образование? 11 классов. Полное, Средняя. да, полное среднее. Чего учиться не пошли? Работал. Пошел работать. Закончили 11 классов, потом срочка. Да. После срочной службы пошел в пожарно-спасательную часть. И что вы испытывали? Испытывал. Ну, пожарная. Пожарно-спасательная. Спасательная, я услышал испытательная, извините. Ну это типа МЧС. Это МЧС. Да, МЧС. Ну так а почему учиться не пошли? Не знаю, что не пошел. Ну куда вас тянет по жизни? Сейчас в нефтяную отрасль. После пожарной части я пошел туда работать. На протяжении 3 лет работал там. А По стопам. кем работали? Оператор обезвоживающей обезсоливающей установки подготовки перекачки нефти. Еще раз повторите, мне интересно. Не слышал ни разу. Оператор обезвоживающей обезсоливающей установки подготовки перекачки нефти. То есть есть какая-то сырая нефть с кучей разных примесей, Да. и эти примеси надо отделить перед тем, как ее, короче, загнать в трубу. Да. Отстой, отделение на газ, соленую воду, мыльщину и нефтяную пленку. И скоро и в этом буду разбираться. И сколько платят? Думаю, платят. От 40 до 60. Не тупо средняя зарплата. По стопам, кто у вас еще с нефтью работает? Мама. А папа? Папы нет. Привезли вас в 155-ю бригаду, ну, крутую, которая. Вы знаете, что она крутая. Я знаю то, что она очень много участия принимала в этой войне. Громче, пожалуйста. Очень много участия приняла на войне. Я просто, потому что я буду кричать, а вы будете тихо, и будет складываться впечатление, будто я на вас кричу. Нет, все нормально. Успешно принимала участие? Безуспешно. Не безуспешно. Поэтому и комплектуют ее отовсюду. По сути, в 2 словах можете рассказать свою историю, потому что я уже ее пересказывал несколько раз, надо, может, какие-то детали. То есть от момента, как вы ехали на даче, да? Да. Вот едете вы, там, вот, на чем ехали, как ехали, что произошло, куда попали, как вы взяли в плен. Перед выездом, перед боевым выходом, я бы так сказал, меня назначили на должность командира отделения. Неофициально. Соответственно, то есть никаких бумаг, ничего. Условно я стал командиром отделения, потому что один человек отсутствовал. То ли какие-то дисциплинарные проступки у него были, то ли что, его перевели в какое-то другое подразделение. Вам тупо по званию, я так понимаю, определили. Звание у меня матрос. Матрос. Да. Так что не по званию, а каких-то других соображений. Возможно, Сколько у вас подчиненных стало? У меня 6 человек. Со мной 7. А кто определял, что вы будете командиром? Командир роты. Офицер. Да. Это как было? Стоите вы, и он говорит «ты»? Да. Методом тыка. То есть вместо вас мог быть любой другой? Ну, мог быть любой другой, но остальные должности занимали гранатометчики, помощник гранатометчика, пулеметчик, старший стрелок. Остаюсь я, получается. Один АГСник и я стрелок. А вы типа всем этим остальным все равно пользоваться не умеете, поэтому от вас толку... Или там все... Стрелки же тоже должны быть. Не все же должны быть гранатометчики. Ну понятно. У вас весь взвод был из каких какой? Профессионалов? В основном были корабелы, моряки. Какой можно сделать вывод, когда корабелов отправляют как мясо пехотой штурмовиками? Какой можно сделать вывод? То, что не хватает кадровых военных, Да. как говорят, здесь заканчивается. Здесь где?
Ну, у вас так говорят. Ну да. Вы заканчиваетесь быстрее, чем вас успевают набирать. Да, определили вас. Вы командир. Вы равняясь мирно, так точно. Да. Поправили бронежилет Корсар. Корсар был? Нет, ратник. У, Но было ограниченное количество ратников. Они, как я понял, ну, не то чтобы, как я понял, они были бэушные и привезли около порядка 10 штук. только не видите, что они были еще там на некоторых кровь. На кровь не видел насчет крови, была какая-то известь на нем. Бэушные броники привезли. Да. И можно было поменять корсары на ратник. Ну, соответственно, командир отделения это сделал быстро. Поменял на ратник. Корсар Типа был. старшой пришел. Так, мою. Типа того. Дедовщина в армии РФ никогда не пропадет. Правильно же? А что не в Корсаре? Он же ближе по духу, по специальности. Ну, вдруг там на дачах море, а вы с броником, который тонет. Я издеваюсь. Ну, типа, троллю от всей ситуации, потому что... Расскажите людям, чтобы не с моих слов звучало, разницу между ратником и корсаром. Я реально общаюсь с морпехами и все хочу загуглить корсар, как это выглядит. Расскажите, ну, мне самому интересно. Корсар выглядит... Он создан для моряков, для корабелов, для того, чтобы в случае падения за борт, либо корабль, если тонет, чтобы ты оставался на плаву, чтобы ты не утонул. Вот. Из защиты там спереди только 2 плиты. Нет. Полное название не могу сказать. Это какие-то новые уже корсары. Нет, не он. А сзади плиты вообще у него нет защиты никакой. Короче, нету тут, да? Он очень старый. Старый? Да. По Советский Союз? Но он больше похож на черепашку. Раньше же были во время Чеченской войны. Еще раз, у него сзади плиты нет, Нет. то есть вообще защиты нет никакой. Там типа какой-то пенопласт или что-то? Там кевлар. Кевлар с плавучей губкой. Для того, чтобы... Ну, кевлар же это для защиты. Кевлар, да, но плиты нет со мной. А в ратнике 2 плиты спереди и сзади. Баланс создается у бронежилета. За этим удобнее намного. Он, я так понимаю, предыдущий морпех рассказывал, что он неудобный. Он максимально неудобный. Он не предназначен для того, чтобы штурмовать, вести какие-то боевые действия. Еще говорили, сколько в нем можно, чтобы не я сказал, сколько в нем может солдату комфортно пробежать. Ну и я пробегал, наверное, метров 500 комфортно. А потом? Все, потом уже нет. Если какие-то препятствия впереди или еще что-то, то тебя всегда перевешивает и ты падаешь вперед лицом. Да, это тоже рассказывали, что эта штука не предназначена для городской войны, для там, залезть в окно, присесть, подпрыгнуть. Там, ну, это типа беда. Это рассказывали они, я не могу нагуглить, у нас выдают в Google какие-то корсары такие совсем. Красивая, модная. Да, подрезали вы себе ратник. И дальше что? Дальше мы ждали команды, ждали технику для того, чтобы выехать в сторону дачи. Угу. Офигенно я пишу, короче. Я не вставил одну штучку. Но попробуем. Будет. Ну, будем баловаться. Да, я лоханулся, телефон зарядки брал и не подключил микрофон. Да, ждали технику. Давайте к моменту. Появилась уже техника. Появилась техника, выехали в деревню под названием Егоровка. Угу.
выгрузились в районе школы с вещами, которые собрали с собой для того, чтобы ехать на передок, с какой-то едой в рюкзаках. Была команда оставить рюкзаки в этой школе, после чего мы должны были пересесть на БТРы и на броне ехать на дачу Угледара. После того, как мы должны были там закрепиться, нам должны были подвезти вот эти вещи с едой, совсем теплые вещи, спальники, для того, чтобы как-то выжить. Но уехали мы не на позиции, которые должны были находиться. Ехали дальше. А что попали в дальше? окружение. Не знаю. Видимо, не так проинформированы были водители. Короче, вы приехали, этого никто не рассказывал, поэтому вы приехали туда, никуда должны были. Как я понял, мы должны были приехать до этих дач еще, до лесополосы, Мгм. которая ограничивает дачи от, так сказать, от дороги. Мгм. Вот, должны были в этой лесополосе закрепиться для того, чтобы десантно-штурмовая рота пошла дальше на штурм. Но мы проехали эту лесополосу, проехали десантно-штурмовую роту. Вот и под выстрелы снарядов выгрузились. На БТРе на моем находилось 12 человек, доехало 3. Остальные. Один из них я. Кого-то задвухсотило, кого-то затрехсотило по пути. Что с БТРом произошло? Меня ранило прямо на БТРе, кстати, в ногу. С БТРом все было нормально. Вот. Он уехал? Уехал обратно. Да. У вас осталось 3. Нас осталось 3, и спереди ехал еще один БТР. Их осталось 9 из 12. Угу. Вот общее количество 13 человек. Одного моего товарища ехал БТР. Ногу. Ногу, да. Угу. Вот. Ну, как-то на корячках, потихонечку, по чуть-чуть. Противника не было видно вообще. Но все везде стреляло. По пути, когда мы вот параллельно лесополосы ехали, по нам была стрелкотня, но непонятно было откуда. Тем более меня ранило, и я вообще лег просто на БТР и ехал. Когда мы доехали до места, я спрыгнул, там был адреналин, на ранение мне стало уже. Собрались, переждали какой-то обстрел, над нами зависла птичка. Потихонечку перебирались, и первый дом, который вы видели, заняли, гараж. Пустились внутрь. Ну и на протяжении 5 дней, так сказать, держали оборону. На самом деле не вылазили оттуда, не поднимая головы вообще абсолютно. Потому что вокруг было слышно то, что мы в кольце. У вас тупо все 5 дней обстреливали. 5 дней нас обстреливали, была даже, по слухам, то, что я слышал, была даже танковая дуэль как будто бы между нашим танком и вашим. И это происходило наш дом был посередине. То есть прилетало и с нашей стороны, и с вашей стороны по дому. А ваши что, не знали, что вы там? Мы выходили на связь, говорили то, что мы там. Мы вызывали огонь на себя, потому что танк был рядом. Успешно? Ну, нет, не попадали. Наша артиллерия не попадала. Это хорошо, потому что вы выжили. Да. С одной стороны, это плохо, потому что вы выжили. Ну, как бы. Было настолько страшно, то, что мы уже... Это вы обморожение получили еще, да? Или Да. нет? Нет, те синие пальцы вот тут, товарищ? Да. Нет, это не я. Это не вы. Да. У вас там еще был прикол с тем, что... А, не, граната это не у вас была. У нас У вас да. была граната. Расскажите про это. Была попытка штурма с вашей стороны. Сначала была заброшена граната, после чего граната нас не задела. После чего ваши ребята, морпехи,
зашли внутрь в гараж, и мой товарищ выдернул гранаты и менжевался. Боялся кинуть ее. Думал, стоит ли вообще это делать. В итоге так получилось, то, что он кинул прям под ноги в нашем помещении, где мы находились все. Мгм. Ну и, как я понял, он попытался закрыть собой. Это то, что видел я. Ну да, он задвухсотился. Он задвухсотился, да. Корсар ему не помог. Он был в ратнике тоже. Ратник тоже У не нас помог. некоторые покупали заранее ратники, зная то, что в Корсаре невозможно воевать. Что вы ели, пили? Пили воду, срезали трубы пластиковые от отопления, пили оттуда воду. Ели, у нас была одна упаковка галет на всех 12 человек, получается. Ну и где-то там у кого-то банка тушенки, может быть. Все, в основном ничего не ели. Как вы сдались в плен? Или вас взяли? Давайте определимся. Была заброшена граната, опять же. И мы услышали то, что 150, морская пехота 155-й бригады, свои, что-то такое. Мы говорим, мы морпехи тоже, 155-я бригада. Он говорит, морпехи, выходите, говорит, только, аккуратно. Оружие в одной руке. Но я сильно сомневался, конечно, что это наши. Но мы вышли. Когда я увидел ваших ребят в другой форме абсолютно, я понял, что это не наши пацаны. Логично. Да. Сколько там их было? Слышал акцент. Порядка 12-15 человек, наверное. А вас сколько? Нас 12. Ну, и типа половина 300-х. Да, половина 300-х из-за той же самой гранаты, кстати. Да. Голодные, холодные. Да. БК уже не было. БК не было. Ну, короче, они вас развели, походу. Развели, да. А я слышал историю, то, что некоторых ребят, то, что также абсолютно говорили. У вас очень хорошо работает разведка. Как я понял. Они знали, кто там. Я уверен, знали в количестве скольки человек мы там находимся. Если у нас БК, потому что мы выходили на связь на обычных китайских радиостанциях, которые купили за свои же деньги в Волновахе на рынке. Без шифрования, без ничего. Без всякого шифрования. Баофенги? Баофенги, да. Вы же понимаете, что вас слышали и слушали все. Нас слушали все, а вот у нас выбора больше не было. А что вам ваши в рацию говорили? Держитесь, мы придем поначалу. Потом мы уже слышали, как их атакуют, как их штурмуют. Поняли то, что это бессмысленно. Чего вы не знались по-нормальному? Опять же, тут работает пропаганда. Что говорила пропаганда? Пропаганда говорила то, что вы в плен не берете. Даже если берете, издеваетесь. Снимаете на видео, отправляете родителям. Что вы знаете из личного опыта про плен? Из личного опыта, то, что все абсолютно по-другому. Как? Нас когда взяли в плен, первое, что я услышал, сказали, нас даже не ударили. Ни одного человека никто не ударил. Ну, воспитывать Нам надо. сказали то, что вы все будете жить. Так оно и случилось. То, что я сказал, это не призыв никакого действия. Это я пробую разрядить обстановку. Накормили вас? Накормить, у них у самих особой еды не было. Они дали воды, дали сигареты. И меня больше всего, что удивило, то, что все были обычные военнослужащие, либо мобилизованные украинцы. Никаких наемников, о которых нам говорили, не было. У нас нету наемников. У нас есть батальоны с иностранцами, добровольческие. И они по контракту служат и подчиняются Генштабу, нашим вооруженным силам. Это не наемники. Это добровольцы. Разницу между наемником и добровольцем. Понятно. Понимаете? Да. У вас есть такая штука, как Вагнер. Угу. Вот это наемники в чистом виде.
А наемничество у вас запрещено. Но у вас как-то государство в государстве. Да, вы оказались в плену, потом пришел злой врач, стал вас всех лечить, чинить, короче, да? Да, нас эвакуировали с зоны боевых действий. У них вся банда реально покоцанная. Наверное, нет ни одного человека, у которого не было... У всех что-то есть. Или осколок, или ранение, или обморожение, или ушибы. Я же правильно говорю? Да. Они почти... Обморожение было у всех абсолютно. Да, там черные ноги, короче, я видел эту штуку. Это такая тема показывает. Нельзя этого показывать на ютубе. Интервью было с человеком, у которого обмороженные ноги. Ну, лечат его. Вроде там все будет хорошо, как говорят врачи. Зачем вы пришли? Зачем? Как нас учили, есть приказ, надо выполнять. А если преступный приказ? Если преступный приказ, я даже не знаю насчет преступных приказов. Выполнять? Потом Понятное дело, оспаривать? что не нужно выполнять преступные Зачем вы приказы. выполняете преступный приказ? До этого никаких преступных приказов. Насчет этого я не могу утверждать, преступный это приказ. Вы в каком был или нет. министерстве находитесь? Как оно называется? Министерство обороны. А если по-честному его назвать, как его надо назвать? Не знаю, как по-другому назвать. Министерство нападения. Вы же напали на нас? Или не напали? Изложите мне какую-то версию. Выглядит это так, как будто мы напали. Вы так это сказали, будто бы я вас заставил это сказать. Попробуйте объяснить мне, как можно по-другому это трактовать, то, что происходит. Я не смогу объяснить. Или вы не хотите? Нет, я просто не смогу по-другому это назвать. Вы гражданин чьей страны? Своей Российской Федерации. Российской Федерации. Находитесь на территории, Украины. пришли сюда, вам паспорт пропечатали, наши пограничники? Нет. Пришли с автоматом. Вы напали. Вам повезло, вас не убили, вас взяли в плен. И оказали медицинскую помощь. Накормили, напоили, лечат. Да. Вы сказали, что вы мусульманин. Да. А что говорит Коран про войну? Коран про войну. Вы верующий мусульманин? Я Или не сильно верующий мусульманин. вы, короче, традиционный? Я традиционный мусульманин. То есть просто мусульманин. Ну, по сути, как да и да. В мечети вы были? Был, конечно. Коран читали? Коран нет. Вы знаете, да, что на территории Украины много мусульман? Да, конечно. Знаете, что по Корану мусульмане не могут убивать Не мусульман? могут убивать мусульман. Зачем вы знаете, что в рядах вооруженных сил очень много мусульман? У нас по вере даже никто, ну, как бы, каждый делает, что хочет. И по Корану написано, мы возили, вы знаете, пленных в мечеть, или еще не знаете? Не в курсе. Ну, спросите. В мечеть они общались с муфтием. Муфтий знаете, кто такой? И вот он им читал из Корана, ну как оно там называется, не помню этого слова. Что будет, если мусульмане между собой воюют? Что происходит там с этим? Муфтий сказал мусульманам в лицо. Муфтий это старший сан по этому. Говорит, что я бы без угрызения совести вас всех бы убил на поле боя. Он рассказал, что такое джихад. За что может мусульманин воевать, а за что не может воевать. Вы убиваете много мусульман здесь. Вы разрушаете мечеть, дома Аллаха.
Я смотрю, я или зацепил за что-то, или... Не, я когда приехал сюда, увидел абсолютно другую картину, не ту, которую мне говорили. Что вам говорили? Говорили здесь то, что здесь очень много нацистов, то, что украинских военных здесь нет, что здесь воюет очень много наемников. Ну, а остальное насчет плена я еще говорил тоже. Язык тут ущемляют. Да, и ущемляет язык тоже. За время плена с вами на каком языке общаются? На русском. На украинском с вами много людей общалось? Нет, немного, но общались. Ну, и эти люди, когда понимали, что вы не понимаете украинский, Переходили переходили... на русский. Вы татарский язык знаете? Конечно. Писать можете на нем? Да. Ну, я спрашиваю, потому что много людей, которые без малейшего понятия о своем родном языке. Нет, татарский язык это мой язык родной. Вас преподают в школах на каком языке? Татарский и русский. А преподают на каком? Есть гимназии, где преподают только на татарском. Обычные школы, СОЖ, там на русском. Почему так? Ну, республика отдельная, как отдельная. Мусульманская республика. Есть люди, которые не знают русский язык, знают только родной язык. Почему все школы не преподают на татарском, а изучать русский? Ну, потому что многонациональная республика и страна. Не кажется вам, что вас стирают национальность? Мне так не кажется. Вот оно как было, так и осталось. Не всегда. Как Татарстан оказался в совке? Вот этого я не знаю. Не знаете. Это очень глубоко. Очень глубоко. Очень глубоко. Все, что неудобно, вы не знаете. Или знаете не в том виде, в котором была правда. Что вы знаете про свой флот? Про что? Про свой флот? Да. Тихоокеанский? Да. Какой там флагман? Флагман Тихоокеанского флота. Шапочников? Маршал. А варяг? Варяг. Все, прошу прощения, варяг. Я могу сказать неправду, потому что... Скорее варяг, наверное, чем Шапочников. Просто он после реставрации Шапочников на нем намного больше уровня. Мне аж самому стало интересно, то я так закинул тему. Флагман. Тут подрежу. Флагман тихо. Не буду подрезать. Флагман Тихоокеанского флота, гвардейский ракетный крейсер «Варяг», преемник одноименного корабля, героический экипаж которого прославил в годы русско-японской войны. Так было? Что вы знаете про «Варяг»? Про варяг вообще абсолютно ничего не знаю. Он в Владивостоке находится. Короче, в двух словах. Не было у него никакой героической истории. Это все придуманная тема. В период русско-японской войны его затопили свои же. Потому что, как всегда, русская армия отличалась тем, что им дали приказ стоять на одном месте, там в бухте одной. При этом японцы подплыли на большом количестве там кораблей, поставили ультиматум. Или до 12 часов вы уплываете, или мы вас расстреливаем. Капитан корабля понял, что штанга, короче, что не победит. Он начал отплывать, пострелял для прикола. Получил ответку, вернулся, затопил «Варяг», но затопил так, что его потом через 3 года подняли японцы, и он потом стоял на вооружении в японской армии. А с учетом того, что там были другие корабли, экипаж привезли в Одессу, чтобы флагман же не мог,
большой, а этот корабль «Варяг» был тогда, знаете, кстати, кто его сделал? Нет. Как вы думаете? Ну, это ж гордость. Песня еще есть про «Варяг». Не знаю песню про вряд. Ну, не сдается там этот. Короче, его сделали американцы. «Варяг». Это был американский корабль, изготовленный в Америке и купленный тогда Рашкой, ну, по-старому. Вот, его затопили, из экипажа сделали героев. Вот так вот, вот такая история. Она совсем не героическая. Это про ваш флот, про «Варяг», который звонил вашей маме. Алло, Алло, здрасте. здравствуйте. Ваш сын в плену. Да, я знаю. Меня зовут Дмитрий, я журналист. Если вы хотите пообщаться с сыном, мне нужно ваше согласие на запись и публикацию видео. Я согласна. Общайтесь. Вы не говорите, где вы находитесь. Привет, мам. Здравствуй, сын. Как ты? Хочу сказать, не волновался. Я в военную часть, Все хорошо. в Минобороны, везде послала, что ты находишься что ты находишься в плену. Все хорошо. Все нормально, не Как? переживай. Они в курсе должны быть. Все хорошо. Да, Все нормально кормят, тепло, вода есть, не переживай, все хорошо. хорошо. Ты самое главное не переживай, все нормально будет, обмен происходит, я сам лично видел своими глазами, так что не переживай. Все нормально. Да, вот недавно был обмен. Надеюсь, ты попадешь в ближайшие списки и тоже вернешься домой. Да. Ну вот недавно был обмен, там наши пацаны были, которые со мной здесь были. Нормально все, не переживай. Хорошо. Как там Абика? Все хорошо у нас не переживай. Мгм. Абика, все тоже нормально по здоровью. Дай бог каждому, сынок. А тебе кто сказал, то, что я в плену? Мы увидели видео. Потеряли тебя, когда ты перестал выходить на связь. Ну. Стали искать. И увидели видео в телеграм-канале. Все понятно. Узнали оттуда. У меня И сразу руки, ноги целы, не переживай, все хорошо. да, я увидела, обрадовалась, что ты жив-здоров, Мгм. что у тебя все хорошо. Ты сама главное, держись, не накручивай себя, самое главное, ладно? Нет, я держусь, все хорошо, за меня не Самое, переживай. что хорошее, что со мной могло случиться, оно случилось. Все. Я согласна с тобой на 100%. Мгм. Посмотри. О, всё привет. хорошо. Привет, Вик. Дети как Всё там? хорошо, ты О, здесь. привет, Тесемир, привет. Привет. Вы все там, что ли? Мы все здесь, да. Понятно. Тебя только не хватает. Да, нормально, все будет хорошо. Надеюсь, в время вернешься. Да, конечно, будет хорошо. все будет хорошо. Это дети как там, дети? Дети отлично занимаются. Привет тебе всегда передают, ждут. Ну, Говорят, когда приедет уже домой. Скучают очень сильно. ладно, хорошо. Все хорошо. Этот разное время может быть. Так что не переживайте, все хорошо. Это многое зависит от наших тоже вооруженных сил, сама понимаешь. Вот. Да. Поэтому Самое главное, что ты жив-здоров. Теперь мы будем знать, что ты приедешь домой. мгм. Дело во времени. Да, время. Так все хорошо, не переживай. Да. Ты себя чувствуешь хорошо. Да, мне все нормально. Врачи показали мне медицинскую помощь, нормально все. У меня небольшое ранение, незначительное было от осколка. Но есть, это нормально. Уже заживает, Хорошо. уже хорошо, все.
Так что... Хорошо, я очень рада. Я тоже рад тебя видеть. Оп. Рад тебя видеть. Сейчас, секунду, подожди. Ну все, если будут давать возможность там о сеансе связи какой-то в дальнейшем, я тебе буду голосовые сообщения либо звонить, отправлять. Ладно? Хорошо, ты знаешь, я всегда на связи. Ладно. В любое время. Как и есть возможность, пожалуйста, выходи на связь. Я всегда на связи. Все, всех поцелуй от меня, большой привет, все хорошо у меня, не переживай. Можно Хорошо. вопрос задать? Да, сейчас подожди, Можно вам вопрос задать? вопрос зададут тебе. Да, конечно. Что у вас там говорят про войну-то? По поводу моего сына, Нет, про войну. С вашим сыном все хорошо. про войну, что вот я как мать могу вам сказать, что я против войны. Я хочу, чтобы жить в мирное время, чтобы все дети ваши к вам домой вернулись, мой ко мне домой вернулся. Мы дома у себя. Зачем ваш сын пришел убивать украинцев и других мусульман, которые живут в Украине? Я думаю, он не убивать шел, он ведь ушел по приказу. Как он не убивать шел? Он с автоматом бегал. Он ведь по приказу пошел. Ну так по приказу Министерства нападения отправило его убивать других людей. Это нормально по-вашему? Убивать других людей это очень плохо. Это ненормально. Зачем вы отпустили своего сына изначально на войну? Зачем вы это сделали? Я его не отпускала и не отпустила бы вообще никуда от себя. Но вот он хотел увидеть мир, хотел на корабле послужить. Он был коком. И вот так получилось, что по приказу их туда отправили. Зачем вам наша страна? Нам как ваша страна, нам... Что вы делаете? Что вы делаете? Что делают оккупационные войска Российской Федерации в нашей стране? Вы знаете, я очень далека от политики. То, что Я я живу говорил. вот в доме и в своем маленьком городе работаю, вырастила своих детей. И очень хочу, чтобы мир настал, чтобы не было войны. За кого вы голосовали? Когда? Последний раз. Я вообще на голосование не хожу, если честно. Ну, значит, вы поддерживаете вашего Неважно. ладного Неважно. дедушку, царя вашего, который не может остановиться с 90-го года. Когда он только пришел к власти, там, первый раз. Ваша воюет с первых дней. Чеченская война, одна, вторая, Грузия, Украина, Абхазия. Сколько вы будете убивать людей? Вы хуже фашистов. И вы говорите, что вы не голосуете, значит вы поддерживаете. Это молчаливое согласие. Вы знаете этот термин, если вы связаны с юриспруденцией. 140 тысяч вот таких уже убито. 5 дней он просидел в подвале. Пил воду из батареи. Без еды. Да. Может, вы уже что-то будете делать? Когда ваш царь сдохнет? Когда вы поднимете головы? Вам мало земли? Вам мало ресурсов? Ну, знаете, Украину вы не съедите. Мы вас всех развалим. Всех убьем. Я говорю что-то не так? Почему? Вы говорите,
Почему мой ребенок год не ходит в школу? Почему у нас каждый день бомбежки мирных городов? Почему у нас дети сидят в подвалах? А вы сидите, у вас там все хорошо. Каких нацистов вы сюда пришли убивать? Он ни одного не видел. Я смотрю, вам неприятно то, что я говорю. Мне очень жаль ваших детей. Я хочу, чтобы вы жили с тем, что ваш сын оккупант, убийца. Он мародер, потому что они заняли чужой дом, в котором жили, когда их брали в плен. И это будет с вами до конца жизни. И все будут его таким знать. А вы там сидите себе тихонько в домиках, в тепленьких, со светом и газом, и электричеством. И получаете удовольствие от того, что старый дед рассказывает вам что-то. Что такое денацификация? Расскажите мне. Вы образованный человек. Ну, ваш сын пришел исполнять приказ демилитаризация и денацификация. Придурок 23 числа прошлого года сказал это. Скоро год будет в войне. Я не знаю смысл этого слова. Что по Корану, когда мусульманин убивает мусульманина? Этого нельзя делать. Ни по Корану, ни по каким другим религиозным. Почему же правилам. ваш сын нарушает Коран? Мы возили пленных к муфтию в мечеть. Этот ролик увидит много людей. Это 100%. А там подсказывают, что он хотел уволиться, ему не дали. Ваш сын этого не рассказывал, что он хотел уволиться. А кто там пробует подсказывать? Можно пообщаться? Может, там человек ответит на вопросы на какие-то? Я вижу, Это как... моя... Я вижу, как вам неприятно и неудобно говорить. Вы старше меня, но, понимаете, я говорю правду. А вам эта правда больно звучит в ушах. И вы не можете мне ответить, почему у нас год умирают и уничтожаются города руками вот таких вот сыновей. 140 тысяч уже убито. Еще 300 тысяч покалечено. Кадровой армии нет у вас уже. Мы ее всю уже уработали. Наши вооруженные силы. Поэтому и снимают коков, кого там еще, старшин с кораблей, боцманов. И отправляют в морских бронежилетах, в корсарах, в мясорубку. Ваша сестра пусть может ответить на вопрос. Но она же знает ответы, раз она подсказывает. Что значит денацификация? Она же слышит нас. Надеюсь, она... И думаю, что она тоже не знает ответа на этот вопрос. Ну пусть она скажет, знает она ответ или нет. Ушла она уже. Ушла. Как могли 140 миллионов человек зомбироваться и слушать старого калика, турка, жадного Сталина 2? Ваш Путин хуже Сталина. Хуже. Сталин хотя бы идеей Великой Отечественной войны прикрывался. Хотя, по сути, Советы были союзниками фашистской Германии в 1939 году. Путин бесконечно, вообще вся ваша, бесконечно ведет войны на территориях, которые Министерство обороны надо переименовать в Министерство нападения.
Их надо переименовать солдат в мародеров и убийц. Армия нищебродов, которая себе покупает еду, сигареты и одежду. Так же было? Ну, на самом деле так, да. Это то, что он рассказывает. Это я не придумал. Если я что-то говорю неправду, можете со мной поспорить, я извинюсь. Если вы скажете, что я все вру и все придумал. Почему у вас в школах преподают на русском языке, а не на родном татарском? У нас есть разные школы. Основные школы, которые для всех. Я не говорю про лицеи там всякие. Общеобразовательные. Потому что стирают вашу нацию. Татар. Идентичность вашу стирают. Чтобы вы все перемешались. Как буряты, которые не умеют писать. Как все остальные, которые уже говорить на своих родных языках не могут. Может, у вас есть ко мне вопрос какой-то? Я У отвечу. меня есть к вам благодарность. Я про вас много узнала за последние дни, что вы занимаетесь благим делом, обмениваете военнопленных, помогаете в этом. Военнопленных обменивают наши военные. Вы содействуете этому. Мы показываем всю ущербность ваших солдат и всего, чего происходит. Все беззаконие и все нарушение всех принципов, правил ведения войны. Мы показываем правду. И мы пишем, по сути, хроники войны. И через 10 лет историки будут ссылаться на вот эти беседы и найдут эту дачу, где они сидели, которую они разрушали. И будет это все изложено на бумагах, наверное, когда-то, если кто-то этим захочет заняться. Мы поговорили с 600 вот такими вот, мне даже слово «пленный» трудно использовать, с террористами. С 600. И никто не может ответить на вопрос, какого хрена он сюда пришел убивать украинцев. Нас. И никто сюда не хотел идти. Но вас, рабов, сюда пригнали. Потому что? Тюрьма, да? Да. А если тюрьма, то что? То ЧВК Вагнер. ЧВК Вагнер. Круговорот мяса. Не хочешь по-хорошему, пойдешь через тюрьму. Но ты все равно будешь мясом, и мы тебя кинем, и ты умрешь. Или умер, или инвалид, или плен. Хорошая страна. Спросите меня что-нибудь. Я был не готов. Я не знал, что он татарин, если бы... Ну, просто я не знал, что он придет. Это ж правда. Ну, он пришел поговорить. Я бы почитал вашу историю, думаю, к следующему татарину я буду более подготовлен, я буду знать, как вы присоединились к Великой. Вы знаете свою историю? Я сейчас не вспомню, как это произошло. Я на следующем военнопленном из Татарстана обязательно расскажу вашу реальную историю. Потому что буряты, к примеру, рассказывают, знаете что? Что пошли буряты, короче, в Екатеринбург просить присоединения. Ой, в Питер пошли, по-моему, в Санкт-Петербург. Шли они там этих 8000 километров, долго и нудно. Но все было не так. Это история, которая выгодна совку была, и эту историю вливали, и ее вшили бурятам. А правда была другая. Бурятов покорили 300 лет, 3 века. Над ними издевались, насиловали, грабили, убивали и, по сути, присоединили силой. А историю пишет победитель. И написали вот эту сказочку.
что буряты пошли 8 тысяч километров проситься. Зачем им это надо, если у них рядом Китай есть? Я думаю, что у вас подобная история. То есть их две истории. Есть история, которая вам рассказывается в ваших школах, а есть правда. Летописи. Я почитаю одну версию, почитаю вторую версию. Я уже тут с военнопленными стал экспертом по национальностям. Рекомендую почитать. Посмотрите, у вас есть время? Сегодня суббота, завтра воскресенье. Посмотрите 10 интервью на нашем канале. Я думаю, вы узнаете очень много интересного. Хорошо. Пока, мам, не переживай. Только ладно, хорошо? Все хорошо. хорошо, Я сынок. вернусь, поцелую вас всех. Все, давай. Извини за такие, ладно, внезапно. Все нормально, все хорошо. Не волнуйся. Давай, целую, пока. Целую. До свидания. Я как-то грубо, некорректно поговорил. Нет, вы все как есть сказали. Просто она очень... Ей очень трудно. Ей трудно. Ну, я имею в виду в плане сейчас она такого не Что ожидает. значит ей трудно? Разговаривать. Я вижу. А давайте мы попросим ее спуститься на 2 недели в подвал без света и воды. Да я вас понял тоже. Нет. Почему моя мама сидела в Чернигове под бомбежками в подвале, а она не сидела? У нее все хорошо. Она в Срубике, да? Да. В Срубике сидит, у нее все четенько. Что у нее тяжело? Историю она не знает, как и вы не знаете. Как вас загнали, присоединили. Я почитаю обязательно, я вам расскажу вашу историю. Есть ко мне, может, какие-то вопросы? Нет, в принципе, нет никаких вопросов. Тяжелая беседа? Нормально, просто маму увидел. Очень, на себя не похоже. Ну, я вижу, что она с вами разговаривала по одному, а потом со мной совсем по-другому. Ей тяжело было это. Она и со мной разговаривала через... Очень сложно. Она так обычно не разговаривает. Бывает. По традиции у нас военнопленный обращается. Можете обратиться к своим землякам на татарском языке. Сказать им, надо сюда идти, не надо сюда идти. Идти брать теплые вещи. С учетом того, что я татарского языка не знаю, и я не знаю, что вы можете сказать, но мне подписчики переведут. Ну, по-любому. Если вы там скажете то, что нельзя говорить, то вы это узнаете. Вы понимаете, про что я говорю. Туслар, мында, керерге керекми. Просто поймите это. Ничего хорошего в этом нет. Ничего для себя вы не приобретете, только потеряете. И сделаете очень много плохого. Все. Все, спасибо. С вас, короче, лайк, подписка. Что там еще надо говорить? Нажимайте на колокольчик. Нажимайте на колокольчик. Что еще надо говорить? Ссылка для донатов. Ссылка для... Ну, это русские.